Океаны Земли скрывают самые мистические и неизведанные глубины. Если отправиться в путешествие на запад Тихого океана, можно попасть в известное место — Марианскую впадину. Это бездна, буквально вжавшаяся в кору планеты на 11 тысяч метров. Чтобы вы представляли, какова эта мощь глубины, давление на дне желоба достигает 1086 бар. Это как если бы 1000 атмосфер давило на вас. В такой обстановке вода темна и холодна. Всего 1,4 градуса по Цельсию. Марианская впадина названа в честь Марианских островов, чье имя идет от испанской королевы Марианны Австрийской. Прогресс техники только в последние десятилетия позволил исследователям погружаться на такие глубины, преодолевая сложности, которые изначально казались непреодолимыми. Представьте, как растворяется свет в водах. Его лучи почти не достигают этих глубин, оставляя пространство в вечной темноте. Перед нами огромная загадка, которая из года в год вызывает интерес ученых и исследователей. Эти места таят в себе удивительные открытия и загадочные явления. Основываясь на реальных фактах, мы будем исследовать мистические и научные тайны, лежащие под массами воды. Откуда начнем наше погружение в недра планеты? Планеты, которая скрывает больше всего неразгаданных вопросов. Только приоткрыв занавес, мы можем увидеть ту самую глубокую точку планеты — бездну Челленджера. Готовы ли вы отправиться в неизвестность и узнать, что скрывается в самом сердце Марианской впадины? За горизонтом в пучинах Тихого океана прячется одна из величайших загадок — Марианская впадина. Ее глубочайшая точка, бездна Челленджера, находится на юго-западе, в 211 милях от острова Гуам. Это место поражает своими впечатляющими характеристиками. Глубина более 6,5 миль, где давлению в 1086 бар противостоит человеческое стремление покорить неизведанное. Температура здесь варьируется от 33 до 39 градусов по Фаренгейту. Это место стало ареной для громких открытий, как, например, в 1960 году, когда Дон Уолш и Жак Пикар на подводном аппарате Триест впервые достигли дна впадины. Если обратиться к более современным временам, то последние достижения техники позволяют глубоководным батискафам и беспилотным аппаратам погружаться сюда, доставляя свежие данные для ученых. Жизнь на этой глубине удивительна и необычна. Экстремофильные микроорганизмы и адаптированные рыбы демонстрируют невероятные механизмы выживания. Бездна Челленджера стала олицетворением границ человеческих возможностей и познания. Но что еще хранит Марианская впадина в своих безмятежных водах? Существует ли граница между наукой и мистикой в исследованиях уникальных желобов? Давайте продолжим наш путь, чтобы исследовать соединение реальных фактов и загадочных гипотез, которые продолжат нас удивлять. Где-то вдалеке от людских глаз, на почти 6,5 миль вглубь от поверхности океана, скрывается одна из самых неизведанных тайных лабораторий природы — Марианская впадина. Здесь Тихоокеанская плита опускается под Марианскую в зоне субдукции, и под давлением происходит движение тектонических пластов, поддерживающие уникальные процессы глубоко под поверхностью. Эти наслоения образовались порядка 180 миллионов лет назад, предоставляя редкую возможность заглянуть в древнейшую историю Земли. Интересно, что через впадину в мантию уходит более 79 миллионов тонн воды за миллион лет. Это показатель, который заставляет пересмотреть взгляд на круговорот воды на нашей планете. И хотя современные технологии позволяют ученым проводить акустические анализы и использовать искусственный интеллект для исследования, были времена, когда загадочные звуки, такие как биотванг, казались неразрешимой тайной. Сейчас известно, что они связаны с китами-брайдами. Несмотря на поразительные научные достижения, впадина по-прежнему остается территорией многочисленных гипотез. Хотя химический состав воды не является основополагающим для выживания, найденные здесь экстремофильные микроорганизмы показывают феноменальную биохимическую адаптацию к высоким давлениям. Больше нет мистических народных сказаний и нет научно подтвержденных тайн, но как знать, какие истории скроются в будущем в этих тихих пучинах? Глубочайший интерес сохраняется, и, возможно, уже на следующем этапе этому загадочному миру будет приоткрыта еще одна завеса. Под мрачной поверхностью океана скрываются неистово живые пространства, где биолюминесценция является нормой. Представьте себе, в абсолютной темноте мгновенно разгораются крошечные водоросли и глубоководные существа, будто ночные звезды, бросающие свои отблески на неподвижные воды. Динофлагеллиты и удильщики демонстрируют это невидимое искусство света снова и снова. Это не мистический феномен, а реальный биологический процесс, который был досконально изучен учеными, открывшими нам тонкости этого природного явления. Звуки, обитающие в глубинах океана, также наделяют
наделены загадкой. Вопреки представлениям о их мистической природе, они хорошо изучены учеными. Часто эти звуки связаны с жизнедеятельностью китов и кальмаров или геологических и погодных процессов. Используя гидроакустические технологии, океанографы раскрывают тайны этих так называемых мелодий, предоставляя возможность заглянуть глубже в природу подводного мира. Рассказы о кораблях-призраках, парящих среди волн, остаются в основном частью моряцких легенд и явлений оптических иллюзий, таких как миражи. Современные технологии и исследования подтверждают, что эти мифические события — лишь игра световых и атмосферных условий. В наше время ученые продолжают разгадывать тайны океана. Биолюминесценция, звуки глубин и новые жизненные формы неизменно завораживают и приближают нас к пониманию подводной экосистемы. Но помните, за следующей волной скрываются еще более удивительные открытия, истории исследователей и их неповторимые открытия на глубине. На дне Марианской впадины, где солнечные лучи никогда не проникают, разворачиваются настоящие истории героев науки. Джеймс Кэмерон 26 марта 2012 года превратился в первооткрывателя, став первым человеком, погрузившимся в одиночку на такую глубину на своем уникальном аппарате Deep Sea Challenger. Его экспедиция длилась около 3 часов, а затем последовал подъем, занявший 70 минут. Кэмерону удалось сделать киносъемку в формате 3D и взять образцы грунта, где позже было обнаружено порядка 68 новых видов микроорганизмов. Также он задокументировал редчайшее живое существо, похожее на креветку длиной около 3 дюймов. Его подвиг вдохновил последующее поколение исследователей, сохранив в истории место за первым одиночным погружением. Институт океанографии Scripps тоже не остался в стороне. Исследования здесь привели к обнаружению еще более экзотических существ — ксенофиофоров. Используя передовые технологии дронов и камер, исследователи углубились в изучение микробной жизни в этих экстремальных условиях. Но среди всех этих достижений всегда есть место для новых вопросов и тайн. Как далеко сможет зайти наука в познании этой бездны, если технологии развиваются такими темпами? И какие еще удивительные открытия ждут впереди на пути к разгадке глубинных тайн нашего океана? На темной вотчине океанских глубин среди мрака и таинства скрываются необычные существа, о которых ходят истории. Гигантские кальмары, как архитеутис, поражают воображение своими размерами. Их щупальца могут достигать 10 метров, распространяясь в темноте, словно живые теневые руки. Важно отметить, что на видео антарктический гигантский кальмар Месоникотеутис хамилтони впервые был снят в 2025 году на глубине 600 метров в Южной Атлантике, что стало настоящим прорывом в изучении этих величественных существ. Царство глубин предоставляет приют для еще одного крупного морского обитателя — быстрого кальмара Досидикус, распространенного в Перу и Чили. Эти кальмары, также известные как кальмары Гумбольдта, маневрируют на глубинах до 1000 метров, демонстрируя скорость и устрашающую мощь. Но не только кальмары вызывают восхищение ученых. Глубоководные зоны полны биолюминесцентной жизни. Медузы, рыбы с блестящими глазницами и светящиеся ракообразные. Эти ослепительные вспышки света разрезают мрак, напоминая нам о загадочности природы. В отличие от этого, актинии чаще всего обитают в прибрежных или солнечных водах. В то время как Марианская впадина остается самой глубокой точкой на Земле, скрывая уникальные формы жизни, гиганты кальмаров предпочитают обитать ближе к поверхности. Исследователи продолжают попытки разгадать, какие удивительные и неизведанные факты могут скрывать океанические глубины. Кто знает, какие новые открытия ждут нас впереди в этой увлекательной и неизведанной главе изучения океанской жизни. Глубины океана наполнены загадочными звуками, которые интригуют ученых и любителей таинственного. Среди них знаменитый блюп — звук, услышанный еще в 1997 году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Этот мощный низкочастотный шум вызвал предположение о существовании подводных гигантов. Однако, по мере изучения, ученые пришли к выводу, что источник звука и природные явления, такие как откалывание ледников в Антарктиде. Пингеры, в свою очередь, это высокочастотные звуки, чаще связанные с навигацией китов и подводной техникой. Но океан не перестает удивлять. Звуки Джулия, Поезд и Освип добавляют еще больше вопросов. Эти странные шумы могут объясняться скрежетом айсбергов по дну моря Росса или других антарктических регионов. Современные акустические системы и симуляции продолжают исследовать эти таинственные звуки, но далеко не все из них поддаются объяснению. Некоторые остаются загадками даже с использованием самых передовых технологий, напоминающими, как сложно проникнуть в сущность океанических глубин. Даже разобравшись в большинстве звуковых головоломок, мы лишь чуть-чуть прикоснулись к тайнам океана. Глубины продолжают хранить секреты, подготовленные для будущих исследований. Возможно, за новым открытием скрывается нечто невероятное и неуловимое. На что готова наука, чтобы проникнуть еще дальше в сердце этой безмятежной бездны?
Современные глубоководные исследования во многом обязаны своим успехом передовым технологиям, делающим возможным погружение на внушительные глубины. Одним из таких достижений стал китайский пилотируемый аппарат Fendouje, который способен опуститься почти до 10 километров. Вместе с ним в числе лидеров значатся аппараты такие как Deep Sea Challenger и Nereus, хотя последний уже потерян в глубинах океана. Эти устройства позволяют исследователям заглядывать в темные уголки океанического дна, собирая подробные данные и образы. Современные беспилотные аппараты, также известные как автономные подводные аппараты, могут достигать глубин более 9 миль. Они помогают ученым изучать химический состав океанической воды, наблюдать за удивительными формами жизни и раскрывать сложные геологические структуры морского дна. Одним из важных инструментов в арсенале исследователей стал гидролокатор. Он позволяет делать высокоточные карты дна с помощью звуковых волн. В отличие от наземного лазерного сканирования, в глубинах царит турбулентная вода и отсутствует свет, благодаря чему именно акустические сонары становятся незаменимыми для получения реальных изображений. Искусственный интеллект трансформирует наше понимание этих глубоководных экспедиций, помогая анализировать объемные массивы данных и быстро адаптировать миссии подводных аппаратов к новым условиям и находкам. Он находит закономерности и отклонения, которые могли бы остаться незамеченными в ручной обработке. Эти технологии привнесли революцию в свое дело, делая неизведанный мир океанских желобов более доступным, но что еще может скрываться в этой таинственной темнице? Мириады загадок ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми, а мы лишь начинаем этот увлекательный путь. Вперед к новым открытиям! Глубины океана тают впечатляющие загадки, которые порой кажутся выходящими за пределы реальности. Среди них загадочные светящиеся пятна, возникающие на поверхности воды. Эти явления, которые наблюдали моряки, являются проявлением биолюминесценции, когда миллионы микроорганизмов, например, динофлагеллиты, скапливаются и создают яркие шоу света. Размер таких пятен варьируется от нескольких метров до десятков метров, в зависимости от концентрации микроорганизмов. И они обычно светятся сине-зеленым светом, что связано с физикой распространения света в воде. Перейдем к звукам, исходящим из океанских глубин. Некоторые из них действительно напоминают звуки музыкальных инструментов и связаны с миграцией китов, однако конкретный термин биотванг не зафиксирован в научных источниках. Эти звуки фиксируются с помощью гидрофонов и продолжают вызывать интерес у исследователей. Истории о необъяснимых происшествиях в океане включают и мифы, основанные на реальных событиях. Например, корабль Мэри Селест, найденный дрейфующим в пустом Атлантическом океане, стал источником многочисленных легенд. Экипаж корабля исчез при непонятных обстоятельствах в XIX веке, и это породило слухи о призраках и паранормальных явлениях. Эти гипотезы остаются на уровне домыслов, хотя и подогревают интерес к загадке. Возвращаясь к биолюминесценции, стоит упомянуть механизм, создающий это чудо природы. Люциферин и люциферазы — ферменты, взаимодействующие для выделения света. Этот процесс стал предметом изучения ученых и нас продолжает удивлять. Однако океан не раскрывает все свои тайны и хранит в себе много всего необъяснимого. Какие новые открытия ждут нас в этой заколдованной бездне? Возможно, за горизонтом скрываются новые, еще более захватывающие события. Исследования в глубинах океана — это драматическая борьба с природой, и начало этому состязанию дает огромное давление воды. С каждым 10 футами погружения давление увеличивается на 1 атмосферу. Это означает, что на глубине в 1 милю давление будет больше аж в 160 атмосфер. Давление сказывается не только на оборудовании, но и на человеческом организме, вызывая такие состояния, как азотный наркоз, передозировка кислорода и декомпрессионная болезнь. Эти факторы делают глубоководные экспедиции сложной задачей, требующей строгого соблюдения протоколов погружений, ограничивающих время и глубину пребывания. Используемое оборудование должно выдерживать экстрим. Но помимо прочности конструкции, здесь применяются автономные системы жизнеобеспечения и аварийные баллоны, а также отработаны процедуры спасения. Надежная связь с поверхностью обеспечивает безопасность экипажа, помогая избегать внештатных ситуаций. Мифы о морских чудовищах, как правило, преувеличены. Да, глубоководные существа нам малоизвестны, их повадки часто непонятны, но угрозы они прежде всего представляют только для других морских жителей, а не для людей. Тем не менее, фауна глубин — это еще одна грань неизведанного мира, исследовать который без подготовки опасно. Не стоит забывать сложные психологические условия в замкнутых помещениях под давлением, что влияет на участников экспедиций. Длительное пребывание в таких условиях требует специально подготовленных команд, обученных справляться с психологическим стрессом.
Такая подготовка включает упражнения на командную работу и психологическую стабилизацию, позволяя пережить изоляцию. Научные экспедиции становятся опасным приключением, где каждый шаг чреват новыми открытиями и вызовами. Но, возможно, такие риски — лишь малая плата за науку, стремящуюся проникнуть еще глубже, чтобы разгадать тайны, скрывающиеся в океанских глубинах. Остается вопрос, какую еще грань открытий нам предстоит пройти, прежде чем нас ждут новые морские горизонты. Благодаря стремительным достижениям технологий исследование океанов пробивается на новые глубины. Современные автономные необитаемые подводные аппараты уже сейчас обладают невероятной способностью работать на глубине более 4 месяцев без перерыва. Эти аппараты позволяют ученым наблюдать за изменениями в океане не в обозримом будущем, а уже сегодня, открывая дорогу к уникальным научным открытиям. Интеллект искусственный, не заменяя людей, стал их незаменимым союзником. Он не только позволяет точнее картографировать рельеф океанского дна, но и анализирует большие объемы данных, выявляя ранее неуловимые закономерности. Вместе с дистанционным зондированием и автономными аппаратами ИИ ведет нас к более глубокому пониманию подводной географии. Исследования глубоководной биохимии интригуют ученых по всему миру. Экстремофильные микроорганизмы из самых невероятных мест океана демонстрируют уникальные свойства, которые могут вдохновить на создание совершенно новых лекарств. Хотя эта область лишь на стадии активного изучения, потенциал подобных открытий грандиозен. Робототехника подводная уже совершает настоящие революции в археологии затонувших цивилизаций. Аппараты собраны не только для поиска артефактов, но и проведения сложных операций, которые остаются недоступны даже самым опытным дайверам. Да, эти миссии дороги и требуют значительных человеческих ресурсов, но примеры успешных исследований уже вдохновляют множество историков. Также стоит упомянуть испытания новейших аппаратов, таких как Triple Nano AU-2, которые отправились под лед Антарктики. Эти достижения открывают связь между нашими исследованиями и возможными исследованиями океанов других планет, таких как спутники Юпитера и Сатурна. Как далеко может завести нас наука, когда граница между фантастикой и реальностью становится все более размытой? Ответы на эти вопросы обещают быть столь же впечатляющими, как и бесконечны. Возможно, мы находимся лишь в начале этого захватывающего пути исследований. Марианская впадина, находящаяся в западной части Тихого океана, признана самой глубокой точкой на планете и достигает глубины более 6,5 миль. Эта область остается одним из наиболее неизведанных уголков Земли, где человеческий интеллект и современные технологии пытаются проникнуть в сокровенные тайны. Благодаря таким аппаратам, как пилотируемый батискаф Фэндоу-Дже и прочим высокоточным устройствам, ученые имеют возможность исследовать недоступные глубины, но даже выдающиеся достижения не могут развеять все мифы и легенды, питающие наше воображение. Научное сообщество совершило грандиозный прогресс в осмыслении природных явлений, тщательно развенчивая мифический ореол вокруг множества загадок. Например, звуки, ранее списываемые на существование морских чудовищ или неизвестные силы, сейчас интерпретируются как результат движения ледяных массивов или звуки морской жизни, такие как подводная навигация китов. Световые феномены, известные как биолюминесценция, постепенно раскрывают свои секреты благодаря изучению участия в организме микроскопических организмов, таких как динофлагелляты. Эти живые световые шоу, где морская флора и фауна применяют химические процессы, подсвечивая себя в темноте, теперь изучаются в деталях, но остаются вдохновляющим феноменом. Процесс раскрытия тайн океана не всегда был связан с мистикой. Это больше о глубоком мотиве к исследованию и пониманию мира. Наука не признает никаких мистических объяснений, но признает, что определенные загадки пока оставляют пространство для научных поисков. Это скорее предел наших знаний на сегодняшний день, скрывающий потенциал будущих открытий. Пока мы познаем наши океаны, Земля остается только частью известного мира. Наука и технологии непрерывно сталкиваются с новыми вызовами и открытиями, прокладывая путь к новым рубежам. Граница между тем, что известно и что остается пока загадочным, становится все тоньше благодаря нашим усилиям и любопытству. Тихоокеанские глубины, невидимые на поверхности, несут в себе потенциал полностью изменить наше восприятие природы и ее обитателей. Что же дальше ждет научное сообщество в этой бесконечной гонке? Время покажет.